и замечаешь взгляды, улавливаешь намеки. Но что он думает на самом деле? Какие мысли про тебя крутятся в его голове? Какие чувства он прячет? Это может быть любовь, интерес, сомнение или еще что-либо. Карты покажут правду. Ты готова узнать, что этот человек действительно думает о тебе прямо сейчас? Друзья, для вас приготовил общий расклад Таро. Гадание, что думает о тебе загаданный человек прямо сейчас. Настройтесь на себя, на свои отношения, на своего человека, на мужчину или на женщину. Этот расклад Таро для мужчин и женщин универсальный. И по традиции мы начнем с того, что мы посмотрим с вами ситуацию, которая происходит между вами на здесь и прямо сейчас. Итак, здесь есть трио, как минимум, но может быть у одной женщины есть двое мужчин, и нужно сейчас определиться, о каком мужчине вы думаете. Как минимум есть соперничество у мужчин, возможно, мужчина соперничает за женщину, и у женщины есть возможность управлять как минимум двумя мужчинами и овладеть не только их вниманием, но и их сердцами, а может быть, и не побоюсь сказать, душами, поскольку здесь есть бокал. Этот бокал непонятно, то ли с вином, то ли с кровью. Поэтому чем этот бокал наполнен, решать вам, вашей ситуации. Это общий расклад, но тем не менее, как минимум у меня такое ощущение, что пахнет треугольником, где женщина управляет двумя мужчинами одновременно. Может быть такое, что наоборот, у мужчины двое женщин. Да? Давайте дальше смотреть. Давай здесь в центре, ну как почти уже в центре, да, почти центральная карта, женщина, то есть может быть соперничество у мужчин за одну женщину, но может быть и соперничество двух женщин, да, за одного мужчину. Как минимум женщина бросает вызов, делает вызов, ну и женщина, которая на раскладе, может быть уже этот вызов приняла, а может быть ей придется только принять этот вызов. В центре есть какой-то подарок, и центральной осью ваших отношений является какой-то сюрприз. Ну, поскольку сюрприз очень близок к женщине, поэтому сюрприз касается прежде всего женщины. Да? От кого он идет? Может быть, он идет от женщины, а может, он идет от мужчины. Но он направлен на эту женщину, да? Или идет к женщине этот сюрприз. Хорошо. И здесь прямо, знаете, у меня такое ощущение, что, ну, не хочу никого обижать, но пауки в банке, да. Есть ведьма и есть женщина, да. Ох, сегодня будем женщин обвинять во всех тяжких. Ну, а что бывает? Здесь женщина управляет двумя мужчинами сразу, здесь женщина готовит какой-то подарок, а здесь просто ведьма. Поэтому, ну, как минимум, давайте так скажем, какая-то ведьма точно владеет душой или сердцем какого-то мужчины. Но соперничество между женщинами и между мужчинами здесь может быть очень явно выражено. Подарок, который идет от женщины и направлен к женщине, может идти от ведьмы к сопернице или от ведьмы к мужчине. Этот подарок здесь действительно выглядит слегка зловещим, к сожалению. Хорошо, последняя карта вашей ситуации. Давайте смотреть. Ну и здесь влюбленные. Как минимум здесь речь идет об отношениях именно любовного характера. Скорее всего, это треугольник любовный. Немножко у меня такое ощущение, что здесь даже может быть и любовный квадрат. Да, здесь он тоже может быть, к сожалению, а может быть и к счастью. Но, тем не менее, речь идет о любви, об отношениях. И, как минимум, один из мужчин, по мнению обоих женщин, должен остаться с ней. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Здесь одна женщина бросает вызов другой женщине через некий подарок. Этот подарок может быть как материальный предмет, так и живой человек, где идет торг между двумя женщинами
за одного и того же мужчину. Но если вы не участвуете в подобного рода ведьмацких проделках или ведьмацких разборках, здесь можно так сказать, как минимум есть соперничество, и одна из женщин во что бы то ни стало хочет получить себе мужчину как подарок. И эта женщина не остановится ни перед чем, поскольку в каждой женщине присутствует ведьма. Вопрос только в том, насколько активно каждая из этих женщин этой ведьмой пользуется. Да? Как-то так. Ну что ж, хорошо, давайте тогда посмотрим, какое было первое впечатление на человека, о котором, да, ты думаешь, и он думает о тебе. Первое впечатление, которое ты оставила в его жизни, в жизни этого человека. Ну, это было ощущение, что вы встретились не случайно, и у него было нелегкое ощущение. То есть вы встретились при каких-то обстоятельствах достаточно непростых, судьбоносных, поэтому вы оставили ощущение или впечатление в его жизни нелегких времен и сложной ситуации. То есть, как минимум, человек подумал, что это неспроста. И в этой ситуации, в которой мы оказались, или я оказался, да, я должен справиться во что бы то ни стало, да, то есть впечатление, что вы можете превозмочь какую-то ситуацию. Хорошо, тогда спросим, что его привлекает в вас больше всего? Ваша легкость, ваш азарт, ваша склонность к риску и ваше умение играть, подыгрывать и быть игроком. То есть он ценит в людях. Знаете, есть люди-актеры, осознанные, есть неосознанные. Но все мы актеры, да, по сути, как бы если взять такую позицию, занять. Но есть люди, которые играют легко, а есть люди, которые играют тяжело. Так вот, он ценит в тебе то, что ты легкий игрок, и с тобой играть легко. Ты легкий человек, на руку. Легко рискуешь. Давай спросим, а что смущает этого человека или настораживает в тебе? Ну, он тебе не до конца доверяет, и твоя маска, возможно, да, иногда диссонирует с твоей легкостью игрока. Возможно, ты что-то скрываешь, и в конечном итоге он не до конца тебе доверяет, этот человек. Пока что, во всяком случае. Как он говорит о тебе в разговорах с другими людьми? Или что он говорит? Он старается ничего не говорить, а если и говорит, то скупо и холодно. Как минимум, скорее всего, он скрывает о тебе и старается, если и говорит о чем-то, то выдает как можно меньше информации. То есть в разговорах о тебе он весьма немногословен. Как минимум, ему невыгодно сильно распространяться о тебе. Хорошо, давай тогда спросим, а насколько часто ты являешься у него в его мыслях? Ну, я скажу так, что могу даже поздравить тебя. Ты пустила корни в его голове, да, ты живешь в его голове, и давай так, постоянно. Он думает о тебе постоянно или регулярно, или систематически. Не знаю, насколько тебе это нравится или нет, напиши в комментарии. А мы же тогда спросим, а есть ли у него ожидания, которые связывают его с тобой? Есть ли у него ожидания? Да, он тянется к тебе в сексуальном плане, и он воздерживает себя, возможно, пока что такие еще обстоятельства не настигли, и он ожидает взаимности на сексуальном уровне взаимодействия. Хорошо, а какое твое поведение, тогда давай спросим, он анализирует или пытается понять больше всего? Ну, он видит, что ты защищаешься, и твоя закрытость, и твоя, возможно, где-то брутальность, кстати, может быть, и твоя воинственность. Вот это вот эти аспекты
Он до сих пор не может в них разобраться. Хорошо, давай спросим тогда отсюда, какие эмоции вызывают у него воспоминания о тебе. Позитивные эмоции. Ты человек все-таки земли, такой заземленный человек, где ему приятно смотреть на тебя, общаться с тобой, взаимодействовать на физическом уровне, прикасаться, что-то планировать, что-то делать. То есть, как минимум, ты вызываешь в нем эмоцию стабильного, надежного человека. У меня такое ощущение. Хорошо, а думает ли он о будущем, которое связано с тобой? Ну, пока что иногда он задумывается об этом. Иногда он задумывается, но он еще многого не понимает в тебе. По тучам он сомневается, он волнуется, и что-то должно проясниться. Поэтому давай так, он о будущем думает ситуативно и в меру обстоятельств, которые складываются между тобою и ним. Поэтому можно сказать так, что да, он задумывается о будущем, но для него оно не является чем-то первостепенным и чем-то ясным, явным. Поэтому это далеко не первостепенный для него вопрос. Хорошо, как он оценивает ваши отношения на здесь и сейчас? Как он оценивает ваши отношения? Ну, я скажу, здесь карта достаточно сложная, но она говорит о проникновении, взаимном проникновении. То есть я скажу так, что он оценивает ваши отношения на здесь и сейчас, как будто бы вы уже успели проникнуться друг другом, и вы стали частью друг друга, стали единым целым друг друга. Мешает это или нет? Ну, если человек действительно склонен к открытости, ну, у меня такое ощущение, что партнер склонен к открытости, а вы склонны к закрытости, тогда вы должны ощущать, что он как будто бы пропитывает вас, и вам от этого может быть не очень комфортно. Ну, такое ощущение может быть. Ну, а если вы защищаетесь, как бы, может быть, в силу ряда каких-то уже обстоятельств, которые не связаны с этим человеком, то, может быть, тогда эта карта и больше носит позитивный характер. Поэтому, как минимум, он видит, ну, уже такой уровень сближения, где можно было бы друг другу и доверять, хотя ваша защита еще тогда заставляет его, ну, как бы задуматься, да, почему вы до сих пор еще его отталкиваете, да, и не допускаете так близко к себе, если вы уже так успели друг в друга проникнуть, да, как бы на уровне сущностей, может быть, на уровне энергетик, может быть, например, на уровне секса, но не на уровне души и каких-то тайн, да, вот такой вот момент. Хорошо. Давайте тогда спросим, перейдем вот в такой блок, следующий уровень, да, блок чувств, да, или в уровень чувств чуть-чуть ниже к сердцу придвинемся, да, вот как раз у нас сердечная чакра зелененькая, и спросим, а какие эмоции у него вспыхивают, когда ты рядом? Ну, у него эмоции, знаете, на уровне иллюзии идут. Но иллюзия — это то, что ему кажется. Знаете, у меня почему-то все равно идет по иллюзиям, это розовые очки. Всегда я здесь даже дама в розовом одеянии. Самые разные, самые, знаете, когда ты рядом, он начинает быть как будто бы в какой-то альтернативной реальности. Вот интересное такое. И что это за эмоции? Это самые разные эмоции. Но больше розовые очки, они о позитиве, поэтому это самые разные розовые, плюшевые эмоции. Хорошо это или плохо? Возможно, для тебя пока что это хорошо. То есть, ну, нельзя сказать, что это однозначно плохо, потому что иллюзия — это некая такая альтернативная реальность. Поэтому, ну, он вне себя.
От чего? Почему-то у меня такое идет от, может быть, где-то благоговения, а может быть от вожделения. Ты его, скорее всего, очень сильно возбуждаешь все-таки. Что он чувствует, но не решается сказать тогда? Давай отсюда спросим. Видишь, он защищен, да, и вот мы как раз спросим, что он чувствует, но не решается сказать. Ну, возможно, он хочет тебя от чего-то или освободить, или что-то нечистое. То есть он чувствует что-то плохое. Эта карта нечистая, нехорошая. То есть он не хочет, знаешь, вот он чувствует, но не решается сказать о том, что может тебе сделать больно. И как минимум где-то это о нечестности, нечистости и закрытости все равно. Да, то есть он не доверяет тебе до конца, поэтому об этом он тебе и не хочет говорить. Давай тогда спросим, какие моменты, связанные с тобой, у него вызывают самые сильные переживания? Вот так. Ну, где-то была какая-то экстремальная ситуация, здесь мост. И то, как он был связан с тобой в прошлом, возможно, он тебя воспринимает как родственную душу из прошлой жизни, а возможно, это человек, который достаточно долго с тобой уже проходит какой-то путь, и мост — это всегда связист, мост — это всегда прошлое и будущее, поэтому самые сильные переживания у него связаны с тем экстримом, это экстрим всегда, который был в прошлом. И этот экстрим, может быть, был на протяжении того времени, который он с тобой взаимодействует. Да? То есть это была какая-то все-таки экстремальная ситуация, которая была между вами. И это самые сильные переживания. Какой-то мост, какая-то связь, какой-то экстрим, и это оставило в нем самый глубокий след или самую глубокую борозду в его разуме или в его памяти. Есть ли у него чувство ревности по отношению к тебе? Да, башня. Причем это чувство очень высокое или большое. То есть он достаточно ревнивый. Этот человек имеет претензии на право обладать, право иметь в плане материальном, да, и в плане подчинять часто. Ревнивцы они такие. Окей, он ревнивец. Хорошо. А чувствует ли он к тебе привязанность? Или это просто мимолетное что-то? Да. А он вообще не видит света без тебя. И тут у этой женщины руки связаны, поэтому это сильная привязанность. И даже могу побояться, да, я побоюсь сказать это слово, но все-таки скажу. Это даже где-то зависимость от тебя. И если это созависимость, пока не знаю. И скорее всего нет. Созависимость ли это? Нет. И мы не смотрим, да, как бы так специально. Но здесь руки просто связаны, поэтому это может быть и созависимость. Хорошо. Тогда давай спросим, что его волнует в вашем будущем? Нет, не так спросим. Что волнует его? Что его волнует в вашем общении? Что его волнует в вашем общении? Лидерство. Здесь кольцо, оно напоминает о власти всегда, и это и есть лидерство. Ну и вопросы брака
и кто первый или кто в доме хозяин, здесь волнует его больше всего. Поэтому кто бы ни был этот человек, но он по характеру лидер, скорее всего, достаточно ревнивый, требующий подчинения где-то, но ценящий риски, ценящий азарт, ценящий правду, которому важно доверять тебе, но и он требует взаимности, преданности. И человек, который склонен управлять ситуацией, да, вот такой вот альфа. Хорошо. Тогда давай спросим, какая твоя черта заставляет его чувствовать себя уязвимым? Какая твоя черта заставляет его чувствовать себя уязвимым? Твоя роковитость, то есть когда ты становишься таким же резким или такой же резкой и такой же острой, да, вот. Когда вот в ваши отношения он нож, а ты солома, да, его устраивает. Он жесткий, острый, ты мягкая. А когда ты начинаешь быть дерзкая, резкая или дерзкий, резкий, да, смерть, и не оставляющих шансов, то есть когда ты идешь, когда ты бескомпромиссный какой-то, да, когда ты не гнешься, не сгибаешься, вот это вот тут он слабеет, да, то есть он должен быть таким, а тут ты раз и такой, да, или такая. Поэтому твоя несгибаемость и твоя бескомпромиссность делает его уязвимым. Ну, смерть можно так назвать, да, бескомпромиссность. Ведь смерть же она бескомпромиссна, она пришла и все свое забрала и пошла дальше. А ты как хочешь, так и меняй свою жизнь, да? Хорошо, давай тогда спросим. Ну, а если у него страхи потерять тебя? Как будто бы вы на мосту где-то, на каком-то, да, и испугались чего-то. Ну, я скажу так, он борется с этим страхом. У меня почему-то такое ощущение, что он, учитывая то, что у него тут воздержание, у него есть какая-то борьба. То есть, если у него страхи потерять тебя, даже если они и есть, то он с ними справляется. Услышу вот этот вот месседж. Мужчина здесь в центре. Интересно, здесь есть аркан же. Мужчины, женщины, да. Есть ведьмы. У меня такое ощущение даже, что здесь не какое-то трио, да, хотя тут может быть и трио, а здесь мужчина с женщиной, как ведьмак с ведьмой, взаимодействуют, да, и женщина тут явно выраженная ведьма, а мужчина может быть скрытый ведьмак. Вот такое тоже может быть здесь. Хорошо. Ну, то есть он не показывает свои какие-то ведьмаческие, ведьмовские качества, да. Чувствует ли он, что между вами что-то не сказано, недосказано, да? Чувствует ли он, что что-то недосказано? Да, это его гнетет. И для него это нелегко, но он пока выдерживает то, о чем я и говорю. Да, для него это тяжелая ноша, да, да. И тогда давай спросим, а какие его чувства к тебе изменились с момента вашей первой встречи? Какие его чувства изменились? Ну, сомнения. Крысы — это сомнения. И может быть что-то нечистое. То есть он стал тебе как минимум больше доверять. Ну, у вас же проникновение друг в друга по этой карте, да, идет как бы, ну, взаимодействие больше. И здесь, ну, может быть, где-то он стал более откровенный с тобой и чувствует твою большую откровенность. Но хотя до конца, опять-таки, он тебе не доверяет, даже по этой карте. То есть крыса — это очень плохая карта. И с уровнем доверия к тебе у него не все хорошо, но доверие прибавилось. То есть ты не утратил или не утратила то доверие, которое имел, ну или тот кредит доверия, который имел или имела. Да. Ну что ж, мы уже прошли вот как бы слой чувств, да, давайте мы с вами посмотрим, ну, возможные планы, действия, да, вот зайдем в эту нишу вопросов. Давай спросим, какие мысли у него о том, что делать дальше в отношении тебя.
его мысли о том, что делать дальше в отношении тебя. Но он до конца еще пока не определился. Скука — это, ну, как минимум, отсутствие энергии управлять реальностью, да, и с одной стороны он скучает по тебе, а с другой стороны скука — это паралич некий такой, да, вот энергетический, поэтому у него нету четких мыслей. Да, ему тебя не хватает, но вот конкретики в последовательности действий в его голове не сложен этот алгоритм, да, не прописана эта программа еще, да, то есть она у него не написана, к сожалению, а может быть и к радости. Вот напишите мне, к сожалению, эта программа не прописана, или наоборот вас это радует. Хорошо, а ждет ли тогда он от тебя первого шага? Ждет ли он от тебя первого шага? Нет, не ждет. Здесь выпадает карта бесплодия, а по бесплодию это тщетные попытки. То есть он на тебя особо не надеется, хотя он тебя расценивает как азартным игроком. Может быть, он тебя недооценивает, но чувствуя твою вот эту защищенность, есть некое недоверие и есть какая-то позиция несгибаемая или несгибаемости по вот этой карте. Он понимает, что где-то первый шаг, вряд ли ты пойдешь на первый шаг. И тщетно думать, что ты на это пойдешь. Вот такой вот момент. Кстати, вот показываю карты, да, они вот здесь тупик, да, поэтому вряд ли он на это настроен, да, то есть он не рассчитывает на то, что ты сделаешь первый шаг. Хорошо, готов ли он открыться перед тобой, тогда спросим. Вот он как раз сидит, красавчик, да, как будто бы он хочет с тобой поговорить. А готов ли он открыться? Нет, пока не готов. У него тоже хватает темных скелетов в его темненьком шкафчике, но черная кошка — это то темное, вот это вот метла, да, вот это вот моменты, те, которые мешают вам, да. Вот что-то черное или кто-то черный проскочил между вами. Ну, как минимум, по черной кошке это не до конца доверие вам, ощущение вашей внутренней ведьмы, вашей внутренней энергии, то есть его энергия с вашей энергией, ну, в таком неком динамичном конфликте находится. Окей. Хорошо. Не готов раскрыться. А давай тогда спросим отсюда, да, вот. А какой поступок он обдумывает, но пока не решается сделать? Какой поступок он обдумывает, но пока не решается сделать? Он готов тебе предоставить какой-то сюрприз. Вот он сюрприз, вот он сюрприз. Он может дать тебе гораздо больше, чем ты даже представляешь себе. То есть ты рассчитываешь на один подарок, условно говоря, да, на вот такой. А этот подарок может быть значительно больше, да. Но учитывая то, что есть некая маска, и он тебе не до конца доверяет, он не сыпет тебе всеми звездами с неба, как говорится, да. Хорошо. Тогда спросим, насколько он серьезен в своих намерениях, да. Здесь, смотри, крыса, и здесь воровство. Он-то серьезен, но из-за того, что доверия нет, знаешь, вот либо ты у него что-то забрала, украла, забрала, или украл, забрал, да, ну кто с какой стороны смотрит, взял. То есть ты у него что-то взял, или он у тебя что-то взял. Но здесь есть крысы и воровство, да, и они как бы падают на вопрос... Вот здесь он, какой поступок он не решается сделать? Он может тебе дать, а здесь потери. То есть он по сути боится рискнуть, предложить тебе больше, нежели есть из-за того, что тебе не доверяет. Просто вот банально нету доверия на протяжении всего расклада. У меня вот это, ну, как бы оно как шло нитью, да, вот как началось, где оно, закрыто здесь, маска, да, вот со второго уровня, да, пошло. Поэтому он может и не говорит о тебе там сильно близко, да, то есть пока он не поймет, что он как, ну, давай так скажем, ну, может там доверять там на 100%, возможно, он и не будет открываться там и так далее, да. Поэтому он боится потерять больше, чем уже вложил в тебя, условно говоря, да, в твои отношения, в ваши отношения, да, или в отношения между тобой и ним. Окей.
Хорошо. Тогда давай спросим, какое событие или что может подтолкнуть его к решительным действиям? Событие или что может подтолкнуть его к решительным действиям? Ну, ему нужно только осознавать, что он имеет полную власть над тобой, к сожалению. То есть, когда он ощутит все рычаги управления ситуацией, то есть он должен быть уверен в себе на 100%. В себе или в том, что он контролирует тебя. Соответственно, либо он должен понимать, что он в тебе не ошибается и тогда на 100% доверять, либо полностью ты должна зависеть от него. Вот и все. Хорошо. Тогда спросим. Ну, то есть, нужно взять ситуацию ему в свои руки. Но у тебя получается такая ситуация, особенно если ты женщина, что здесь идет ведьма. И женщина здесь, это может быть как раз ведьма, это твоя энергия, еще раз. Поэтому управляешь этой ситуацией, скорее всего, ты пока что. И он понимает, что взять ситуацию под свой контроль пока не может. Соответственно, и вывалить, условно говоря, еще больше своих ресурсов он тоже не может. Почему? Потому что боится их потерять навсегда. А почему? Опять-таки, потому что не доверяет. Ну, окей. Замкнулся круг, да. Хорошо. Ну вот, допустим, сейчас между вами пауза, да? Хочет ли он ее завершить или прекратить эту паузу? Ну, какая-то пассивность идет, смотри. Бездействие здесь, скука выпала. Ни да и ни нет. Ответ нет, не хочет. Возможно, ему это выгодно. Возможно. Чем ему это выгодно? Давай спросим. Чем ему это выгодно? А у него есть какой-то свой план. То есть его пассивность — это его ресурс или его выгода, да? Какой у него план хитрый по отношению к тебе? Ну, он хочет, как бы, понимаешь, его сила на твою силу. И он в этой борьбе хочет быть победителем. Ну, к сожалению или к радости. То есть есть архетип мужчины-победителя и альфа. Ну, вот так. А почему нет? Ну, такое тоже бывает. Бывает же альфа мужчины, да, вот условно говоря. Но не может он быть сигмой и не может быть омегой, да. Хорошо. Давай тогда спросим. Если так, а готов ли он здесь вот бороться за твое внимание, если есть соперник? Вот как раз и проверим первую карту. Да. А потому что он сильный, потому что он действительно альфа, и потому что он действительно тут и ревнивец, и контролер, и понаблюдай за ним. Главное, чтобы с психикой было все хорошо. Да, главное, чтобы не психопат какой-то был. А так, да. То есть он готов бороться за твои внимания, если появится соперник. Поэтому жди махач, да, если соперник появится. Хорошо, тогда давай спросим. Есть ли у него страх совершить ошибку в отношении тебя? Ну вот насколько он уверен в себе. Как бы с другой стороны этот вопрос можно так посмотреть. Он уверен в себе, и у него нету страха совершить ошибку в отношении тебя. Но, скорее всего, он считает, что он, только он и всегда он прав в том, что происходит. Ну, с одной стороны, это хорошо. Тогда можно полностью расслабиться. Но почему-то твоя ведьма тут такая активная. Хорошо, как он представляет тогда ваш контакт? Или отношения, да, вот эти вот ваши отношения через год. Ну, здесь ребенок, и если вы ему полностью подчинитесь и будете от него зависимы, слабы, то, возможно, если вам нужны дети, они будут, но с другой стороны, это полная власть и контроль над отношениями, где, скорее всего, это ребенок, это ваш аспект, как партнера, где вы только, вот как бы условно говоря, под его контролем и полностью доверяя ему, а он полностью доверяет вам. То есть это чистые отношения, основанные на полном доверии и 100% тотальном контроле. Тогда давайте спросим, а нужны ли вам такие отношения? Ну, скорее всего, нет.
Скорее всего, нет. Хотя вы сами можете сказать, а нужны ли вам такие отношения по вот этой карте. Это карта очищения или освобождения. Ну, как минимум, здесь нужно, если вы хотите продолжить эти отношения, здесь нужно от чего-то освободиться. Давайте тогда логично спросим, от чего нужно освобождаться. Ну, здесь чрезмерные эмоции. Возможно, есть какое-то энергетическое влияние, особенно женское. Ну, это карта приворота вообще, да. И если взять и откинуть какую-то магию, там, привороты, колдовство, ведьмовство, то здесь очень сильная эмоциональная связь, где смерть и вот эта карта, да, вот она здесь, аркан смерти, это, да, они порождают пристрастие некое, да, очень яркое пристрастие. Поэтому, ну, я скажу, что, ну, возможно, если подойти к этим отношениям более беспристрастно, более прагматично, то можно, возможно, их как-то реструктуризировать или трансформировать. Хорошо. Стоит ли держаться за эти отношения? Ну, все зависит от того, что вы отдаете и что вы получаете. И прагматизма здесь не хватает пока что. Возможно, здесь у женщины больше прагматизма, а у мужчины больше эмоций. Скорее всего, так. Дальше. То есть, нужны ли вам эти отношения? Вопрос в ресурсах. Вопрос в том, что вы даете и что получаете. Есть ли шанс что-то изменить? Ну, здесь Эрос. Эрос — это всегда взаимодействие. Да, безусловно, это есть. И эротические или сексуальные энергии здесь в этом вопросе, они имеют решающую роль. Хорошо. Действительно ли есть тот человек, который вам мешает в этих отношениях? Ну, тут смотрите, опять выпадает мужчина, хозяин. Да, скорее всего, этот человек мужчина. Как ни дивно, да, князь выпал. Но если у вас, вы знаете, что соперника нет, то мужчина здесь и является вашим соперником непосредственным, даже если вы женщина. И Сакраменто, да, будете ли вы вместе? Ну, эта карта говорит о том, что есть паутина и есть связь, поэтому да, но паутина — это часто очень сложная карта, которая может идти и как паучья магия, и как сложности, и как жертва. То есть да, но насколько вам комфортно быть в паутине и нет ли у вас арахнитофобии? А вы напишите, если у вас арахнитофобия. Если вам арахнитофобия никак не беспокоит, то, скорее всего, ваши будьте вместе по этой карте играет совершенно другими позитивными красками. Мира вам и вашим мирам. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Теперь ты знаешь, что он думает о тебе. Но знаешь ли ты, что делать с этим знанием? Ты увидел или увидела его мысли, чувства, планы, но только от тебя зависит, что будет дальше. И если ты почувствовал или почувствовала отклик, напиши в комментариях, какие слова задели тебя за живое. Увидимся. До встречи. Пока-пока.